кто определяет, какую информацию загружать в наш мозг через наше сознание, определяет, как мы будем думать, какое мнение мы будем иметь и как мы будем действовать в тех или иных ситуациях. Никто, кроме вас, не заинтересован в том, чтобы вы обладали структурным критическим мышлением. Ведь тогда вами будет невозможно манипулировать. Добра и мира моим слушателям, вы на канале Антидот. И если помните, в одном из предыдущих выпусков, где мы говорили о том, как научиться быть честным с самим собой, я сказал, что мы – это наш мозг. Это он, наш мозг, на самом деле управляет нашими поступками. А наше сознание, как английская королева, только подмахивает все его решения. И после этого выпуска мне написали несколько сообщений типа «Тогда что? Получается, что у нас нет свободы выбора? Или есть?» А один слушатель даже задал такой вопрос. А если кто-то совершил преступление, например, убил человека, то он как бы и не виноват, ведь он ничего не контролировал. Как тут быть? Вот тут как раз ответ простой. Он, конечно, не виноват, и поэтому он может гулять на свободе, но его мозг, по закону, должен посидеть в тюрьме. Свобода выбора – это такой вопрос, который, по-видимому, будоражил умы людей с того самого момента, как они только слезли с дерева. Только то, что нам известно, что писали о свободе античные философы Древней Греции, не перечесть за целый год. И я уже не говорю про всех остальных, кто изучал этот вопрос с периода античности до современных мыслителей типа Фрома, Шопенгауэра, Левицкого и других умных дядьках, которые тратили десятки лет на написание толстых книг, где они излагали свои мысли по поводу этой свободы. Тут и жизни не хватит, чтобы все это изучить. Но у меня не так много времени, поэтому много говорить не буду. Да и куда мне до Плутарха или Фрома? В этом выпуске мне бы хотелось поднять вопрос свободы с точки зрения свободы выбора той информации, которую мы загружаем в наш мозг. Ведь очевидно, что тот, кто определяет, какую информацию загружать в наш мозг через наше сознание, определяет, как мы будем думать, какое мнение мы будем иметь и как мы будем действовать в тех или иных ситуациях. Итак, вопрос. Кто определяет, какая информация будет загружена в ваш мозг? Ну, давайте для примера возьмем вас. Да, вас, обычного среднестатистического представителя Homo sapiens 21 века. Вы проснулись сегодня утром, заварили свой любимый чай или кофе, сходили в душ, оделись и поехали на работу. На работе в перерыве полистали новостные сайты, блоги и ознакомились, с чем живет мир сегодня. Потом, во время следующего чаепития с коллегами по работе или с членами вашей семьи вечером, или с друзьями на вечеринке, вы обсудили то, что вы по этому поводу думаете. То есть вы использовали свое право на свободный доступ к информации, свободу мысли, свободу слова, ну и, соответственно, свободу действий. Пока все звучит жизнеутверждающе, не так ли? Возможно, именно поэтому вы не просто верите в свою свободу, вы гордитесь ею. Именно так? Я не ошибся? Но давайте будем честны по отношению к себе и посмотрим на факты. Как только мы приземлились на нашем голубом шарике, кто определял, какая информация будет загружена в наше сознание? Правильно, те, кто окружали нас. Обычно это родители. И я не поднимаю вопросов типа, что они туда закладывали, помогает ли нам эта информация в жизни или мешает. Пока мы говорим о том, кто решал, какая информация будет в нас заложена. Потом мы пошли в школу или в университет. Опять же, кто решал, какую информацию загружать в наш мозг? Ведь тоже не мы, не так ли? И вот мы повзрослели и имеем свободный доступ к такому количеству разной информации, что не снилось ни одному живущему поколению до нас. У нас на ладони практически большинство книг, которые когда-либо были написаны. Огромное количество информации стало доступно в любой момент любому человеку практически бесплатно. И тут вроде бы все выглядит так, что у нас появилась свобода выбора информации. Тогда следующий вопрос.
вы на самом деле осознанно, по своей воле тратите свое свободное время на информацию типа новостей, в которых ничего нового не говорится, сериалов, которые всегда создаются по стандартным сюжетам и меняется только тематика, компьютерных игр, социальных сетей, которые используют все современные знания психологии, чтобы привязать вас как можно сильнее и ваше внимание переконвертировать в кэш. Да, именно в этом вся суть медиаиндустрии. Это ваш осознанный выбор открывать доступ к подобной информации в ваша святая святых, в ваш мозг. Или вас кто-то заставил именно эту информацию в себя загружать. Как мне кажется, очень важно ответить себе на вопрос типа: а кто выбирает информацию, которой я заполняю свой мозг? Я сам? Или группа профессионалов, задача которых состоит в том, чтобы тот или иной сериал, новости или социальная сеть, в которые бизнесмен вкладывает большие деньги, чтобы как можно сильнее они затянули мое внимание. Ведь его можно продать другому бизнесмену, производящему товары и услуги, которому нужно мое внимание, чтобы рассказать, как сильно я нуждаюсь в том, о чем даже не подозревал до просмотра рекламы. Ведь весь медиабизнес – это бизнес и ничего личного. То есть вкладываются деньги в то, чтобы получить ваше внимание и потом его продать тому, кто за это готов заплатить деньги. Как долго вы думали над тем, кому и за сколько вы продаете свое внимание? И тут, возможно, мне кто-то спросит: ну ладно, социальные сети, компьютерные игры, сериалы, это да, выглядит как трата времени. Но что не так с новостями? Ведь новости сообщают нам, что происходит в мире, в котором мы живем. И чем больше информации мы знаем о том, что происходит в обществе, тем наши решения будут более разумными, и мы будем более эффективными. Да и перед друзьями близнуть своей эрудицией о последних событиях тоже приятно. И, честно сказать, я тоже довольно долго так думал, пока не пришел к пониманию, что новости не помогают стать более эффективными в обществе. Для этого нужно изучать, как оно устроено, какие процессы там происходят и каким законам оно подчиняется. Новости вам этого не расскажут. Отвечаю, что не так с новостями. Во-первых, как мы уже говорили, это бизнес, поэтому там тоже сидят профессионалы и получают большие деньги за то, чтобы сделать их такими, чтобы вы снова захотели их смотреть. Они знают, что мы устроены так, что негативная информация привлекает больше внимания, соответственно, на ней можно больше заработать. Эволюционно выжили те, кто при любом шевелении куста ожидал атаки хищника, а не исходил из того, что, вероятнее, это всего лишь ветер. Выжили только те, кто действовал по принципу «лучше 100 раз убежать от ветра, чем 1 раз быть съеденным хищником». Поэтому, когда мы слышим о негативных событиях, мозг рефлекторно навостряет наше внимание, и мы делаем погромче. Чего там сгорело? Кого там убили? И СМИ, конечно же, этим вовсю пользуются. И если мы позволяем им это делать, мы этим негативом просто отравляем себе жизнь и ничего нового не узнаем. Но самый главный минус этих якобы новостей в том, что СМИ, кроме того, что являются бизнесом, это еще и мощнейший инструмент пропаганды. Именно в виде новостей удобнее всего подать информацию таким образом, чтобы у вас сформировалось мнение, которое будет удобно для той или иной политической или экономической группировки. Вы же понимаете, что канал на телевидении или YouTube-канал кому-то принадлежит, будь то государству или бизнесмену. И будьте уверены, что всегда найдутся те, кто с большой готовностью купят у них доступ к вашему вниманию, чтобы вы имели такое мнение, которое им нужно. Причем сделают это так, что вы будете искренне уверены, что это ваше мнение. Проанализируйте роль СМИ в конфликте между Украиной и Россией, и вы поймете, о чем я говорю. Именно после этих событий я перестал смотреть новости, потому что явно увидел, как это работает на практике. И вот мы несколько десятков лет
позволяли всем, кто хотел, загружать в свой мозг через наше сознание ту информацию, которую они хотели, и при этом искренне уверены, что у нас есть свое собственное мнение по многим жизнеопределяющим вопросам, типа что такое добро, что такое зло, что справедливо, а что нет, что такое любовь, дружба, семья, государство, наука, религия. Откуда у нас могло появиться наше мнение? Подумайте об этом. А мы идем дальше. И вот, предположим, вы долго думали, боролись с собой и признали этот непреложный факт, что наши убеждения на самом деле не принадлежат нам. Наше общество запрограммировало думать так, как мы думаем. Повторю эту ключевую фразу из моего ролика о канале. Мы приходим в этот мир абсолютно чистыми, лишенными каких-либо убеждений и критических суждений, как белый лист бумаги. И в зависимости от того, где нам суждено было родиться, этот лист заполняется убеждениями нашего окружения. Посмотрите вокруг, насколько разное мировоззрение у жителей Китая или Турции, Канады или Индии. Поместите ребенка в определенное общество, и он впитает культуру, религию и ценности этого общества. Ну, вот мы признались себе и в том, что мы впитали в себя баги, предубеждения, необоснованные ожидания или страхи из нашего окружения. А что дальше? Ведь всем хочется разобраться, а как же все устроено на самом деле? А кто расскажет? И как определить, что это достоверная информация и на самом деле так, а не просто это чье-то мнение? Вы когда-нибудь думали над этими вопросами? Если нет, и вы над ними задумались, то значит я канал не зря открывал. Да, именно это была моя основная цель. Почему я это сделал? Чтобы пользователи социальных сетей, которые используют свою голову не только для того, чтобы в нее есть, задались подобными вопросами. Обратите внимание, не дать на них ответы, а именно задать себе подобные вопросы. И предложить вам самим поискать ответы на них, чтобы вы пришли когда-нибудь к такому моменту в своей жизни, чтобы вы могли уверенно сказать: да, это именно мое мнение. Я непредвзято изучил все известные на сегодняшний день мнения, проанализировал их с тем, что вижу, и взял самое лучшее от всех подходов, и именно мой подход к тому или иному вопросу делают мою жизнь максимально эффективной и гармоничной. А что для этого нужно? И тут я не выступаю как гуру, я не волшебник и сам только учусь. Расскажу вам про свой опыт и на абсолютную истину не претендую. Давайте посмотрим, что раньше делал человек, если хотел заняться саморазвитием, приобщиться к мудрости того времени и узнать, как устроен мир. Куда он шел? Последние лет 200-300 в университеты. А до этого вариантов было немного. Он шел в местный монастырь или храм, околачивался около него пару месяцев и пытался уговорить его обитателей, чтобы туда его взяли. Потом бесплатно несколько десятков лет старался работать, угождать старцу, мудрецу или мастеру, чтобы тот поделился с ним его мудростью. И кто-то, возможно, подумает: а что они там могли рассказать, эти монахи или любые другие мудрецы древности, если они были уверены, что Земля стоит на 3 слонах? Я думаю, что очень много. Посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Ведь можно предположить, что, допустим, лет через 500, если человечество не истребит само себя и не скатится снова в феодальный строй, разрыв между тем, что мы знаем сейчас о реальном мире, может быть примерно такой же, как между современными знаниями и теми, когда все были абсолютно уверены в том, что Земля плоская и держится на 3 китах или слонах. Ведь мы постоянно получаем новую информацию, и часто оказывается так, что мы ошибались. Примеров можно привести сотни, от того, как в древности применяли соединение свинца вместо сахара, и до того, как все были уверены в том, что атом неделимый. Именно так и переводится слово «атом». Я этим хочу сказать, что для того, чтобы стать на путь саморазвития,
нужно прийти к пониманию, что мы на самом деле очень мало что знаем. Да и то, что мы знаем наверняка, завтра может оказаться ошибкой. Позвольте мне рассказать одну историю, чтобы было еще понятнее. У меня есть один хороший знакомый, который умеет продавать. Ему принадлежит фраза: если ты научился продавать, то тебе без разницы, что продавать, где продавать и какая конкуренция на рынке. Ты легко продашь все, и шоколадку, и дом. Он скромненько ездит на недорогой машине, живет в недорогом доме и тихонечко складывает миллионы на своем банковском аккаунте. И вот как-то однажды он, рассказывая мне свой секрет, как научиться продавать, сказал, что ему для того, чтобы понять этот секрет, нужно было прийти к тому, чтобы признаться самому себе в том, что он вообще не умеет продавать. Хотя всю жизнь он только это и делал. Как только он пришел к такому ментальному состоянию, его мозг сразу же включился в поиски решения, и он начал пробовать разные варианты, общаться с людьми, которые, как он считал, добились успеха больше в этой сфере. И каждому успешному продавцу он обращался примерно с таким подходом: я всю жизнь только и хотел научиться продавать. В чем твой секрет? Твоя фишка? Научи меня! Хотя уже тогда он был далеко не бедным человеком. И он говорит, что большинство ему отвечали, что секрет продаж в том, чтобы покупатель после сделки с тобой был абсолютно уверен, что он от этой сделки выиграл больше, чем ты. После этих слов, как он мне рассказывал, он продал свой Porsche, пересел на недорогую машину, стал носить скромную одежду и вести себя очень скромно. Потому что понял, что когда покупатель видит всю эту роскошь, он понимает, что все это заработано на продажах. А покупатель должен быть уверен, что от сделки он больше получает, чем продавец. Привожу этот пример для того, чтобы обратить ваше внимание, что нужно постоянно находиться в поиске новой информации. Поэтому, отвечая на вопрос, который я обозначил выше, с чего начать саморазвитие, его начать можно только тогда, если прийти к такому состоянию, о котором много лет до нашей эры сказал Сократ: «Я знаю, что я ничего не знаю». И если вы будете придерживаться именно такой установки, то через некоторое время сможете вместе с Сократом добавить: «Но другие не знают даже этого». Ну, допустим, вы пришли к этому. А что дальше? Куда двигаться дальше? Давайте поговорим подробнее на эту тему. И я уже поднимал эту тему немного в своем выпуске про то, как научиться думать. Начинать лучше всего с логики. Не буду повторяться про логику, вы можете прослушать этот выпуск. Далее я рекомендовал бы изучить основные философские течения и школы. Затем перейти к психологии, в которую не обязательно сильно углубляться, но хотя бы поверхностно разобраться с основными подходами и проследить развитие этой науки от Фрейда и Адлера до Берна и Бека. Потом постараться изучить историю всего человечества, разобраться в разных ее периодах. Как жили люди в период собирательства, как изменилась их жизнь после аграрной революции, как после индустриальной. Проследить за развитием всех известных цивилизаций и проанализировать причины их расцветов и закатов. И, конечно же, все это надо изучить из разных источников. И кто-то скажет: да это же сколько книг надо прочесть. Да, больше, чем одну. Но не так много, как может показаться. И если кому-то интересны книги, я привожу их в нашем инстаграм-канале, где есть возможность выкладывать больше специфической информации, чем на YouTube-канале. И на этом фундаменте уже можно строить все, что вы хотите. То есть изучать специфические знания, которые вам нужны будут для того, чтобы добиться конкретной цели в своей жизни. И сейчас это очень удобно делать. Сейчас есть аудиокниги. Включил книжку, надел наушники и на велосипед или в бассейн. Прыг и вперед. Двойная польза. Говорю опять же про свой опыт. Летом я на велосипед, зимой я в бассейн. И мышцы работают, и мозг получает больше крови, и усваиваемость информации намного выше. Одна книга в неделю, и через год-два вас не узнают ваши близкие. Проверено на практике. И, как вы понимаете, об этом не говорят СМИ.
никто, кроме вас, не заинтересован в том, чтобы вы обладали структурным критическим мышлением. Ведь тогда вами будет невозможно манипулировать. И те, кому это необходимо, понимают и делают все, чтобы предоставить фастфуд для мозга на любой вкус каждому. Чтобы, не дай бог, у вас не появилась свободная минутка и не пришла в голову бредовая идея почитать или послушать что-нибудь полезное. Типа нашего канала. И если вам понравилась эта информация, вы знаете, что нужно делать. Не буду утомлять своих слушателей этими заезженными фразами. В следующий раз мы поговорим о том, как определить умного человека и по какому критерию лично я определяю, насколько конкретное решение было разумно или нет. С вами был Майкл Свобода. Живите ярко, друзья!